Всем привет, друзья! Сегодня будем готовить дагестанский пирог. Очень вкусный, его многие любят, он еще называется батликский пирог. Несмотря на то, что здесь несколько слоев, готовится он очень быстро и получается безумно вкусным. А прежде чем я расскажу подробности, не забудьте подписаться на мой канал. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также, кому неудобно читать с экрана, такой же список я оставлю в описании под этим видео. И для начала мы приготовим тесто. Одно яйцо добавляем в чашу, туда же насыпаем сахар и перемешиваем все венчиком. Нам не нужно сильно все взбивать, венчика будет достаточно. Добавляем сметану и соду. И снова перемешиваем. Сметану можно брать любой жирности 15-20%, это не имеет никакого значения. Теперь добавляем сливочное масло. Масло должно быть комнатной температуры. И снова все вмешиваем венчиком. Добавляем муку и перемешиваем уже ложкой. Как только тесто начнет собираться в ком, мы переходим на рабочую поверхность и продолжаем вымешивать его уже руками. Конечно, можно все вымешать с помощью планетарного миксера, просто поменять насадку на крюк, и миксер бы хорошо справился без проблем и быстро бы замесил тесто. Но я решила воспользоваться руками и сделать тесто самостоятельно. Если тесто сильно прилипает к рукам, то немножко добавьте муки. Теперь нам нужно сформировать вот такую колбаску и разделить тесто на 3 части. То есть у нас получится 3 коржа. Они должны быть примерно одинаковыми. Но если нет, ничего страшного. Пирог все равно получится вкусный. Формируем небольшие шарики. И теперь я тесто перекладываю на отдельное блюдо и оборачиваю пищевой пленкой. Оно должно отдохнуть при комнатной температуре где-то час-полтора. В холодильник его убирать не нужно. Но я знаю, что существует несколько мнений, убирать в холодильник или нет. Я все-таки не убираю. За это время мы приготовим первую начинку, а именно начинку из кураги. Для этого нам как раз понадобится курага. Заливаем ее кипятком и оставляем на 30 минут, чтобы курага стала более мягкая. Теперь переходим к приготовлению второй начинки. В оригинальном рецепте используются грецкие орехи, но я в этот раз взяла фундук и просто измельчила его в блендере. Если вы готовите с грецкими орехами, то точно так же в чаше блендера измельчаете орехи. Добавляем сахар и все хорошо перемешиваем. И от общего количества отложите примерно 3 столовые ложки ореховой смеси. Нам она пригодится чуть позже. И возвращаемся к нашей кураге. Жидкость сливаем. Курага стала мягкая. Этого вполне достаточно. Выкладываем ее в чашу блендера и будем ее перемалывать до состояния пюре. В зависимости от мощности блендера у вас уйдет разное время, но у меня это заняло примерно 1,5 минуты. Когда уже курага слегка измельчилась, добавляем сахар и снова продолжаем все взбивать. 30-40 секунд будет достаточно для того, чтобы получить полноценное пюре. Вот так выглядит наша начинка. Еще раз все хорошо перемешиваем, чтобы не было крупных кусочков кураги. Начинка должна выглядеть как очень-очень густое пюре.
То есть она не должна растекаться, иначе она просто убежит из пирога. Теперь переходим к форме. У меня обычная круглая форма, диаметр 22 сантиметра. Под низ я выкладываю пергамент. Закрываю форму и бока промазываю сливочным маслом. Если вы выпекаете в силиконовой форме, то можно в принципе этого не делать. Пирог хорошо отойдет от формы. Но чтобы быть совсем уверенной, я все-таки промазываю бока сливочным маслом. Тесто уже отдохнуло и можно его раскатывать. У нас 3 шарика по количеству слоев теста. Раскатываем слоем примерно 5-7 миллиметров и с помощью скалки выкладываем форму. И теперь пальцами нужно пройтись по форме, формируя небольшой бортик. Теперь переходим к ореховой начинке и выкладываем ее в середину коржа. По краям формы оставьте слегка место, примерно 1,5-2 сантиметра. То есть начинка не должна быть распределена по всей поверхности. Она должна быть сосредоточена в центре. И теперь переходим к нашему второму слою теста. Точно так же раскатываем его и также с помощью скалки будем перекладывать в форму. Если тесто опять же прилипает, слегка присыпьте его мукой. И снова с помощью скалки я его перекладываю. Лишние края я обрезаю и либо убираю в следующий корж, либо закрываю пустоты, которые образовались в этом слое. Берем нашу начинку с курагой и точно так же распределяем ее по поверхности. Посмотрите, какая она густая. На вид уже это вкусно. Поверьте, в пироге это в 1000 раз вкуснее. Если у вас есть свежие абрикосы, я не уверена, что получится по вкусу так же. Все-таки лучше использовать курагу, так как это в оригинальном рецепте. И теперь нам нужно раскатать последний слой теста и будем закрывать наш пирог. И еще хотела сказать пару слов, почему я использую фундук, а не грецкий орех. Ну, во-первых, потому что с грецким орехом я уже готовила, я знаю, какой это вкус. А фундук все-таки напоминает больше такую арахисовую пасту по вкусу, и мне захотелось попробовать, как фундук будет себя вести в сочетании с курагой и с этим тестом. Результат мне понравился, поэтому я делюсь этим результатом с вами. Итак, мы выложили последний слой теста, распределили по форме. И теперь берем яйцо, взбалтываем его вилочкой и распределяем по всей поверхности пирога. И теперь нам понадобится тот самый фундук, который мы отложили от общего количества орехов. Притрушиваем сверху. Точно так же распределяем по всему пирогу. И будем отправлять выпекаться наш пирог. Выпекаю я при 180 градусах 25 минут. Но в зависимости от духовки у вас может уйти на это 30-35 минут, поэтому смотрите, чтобы пирог был румяный и хорошо пропекся. Теперь я прохожусь ножом по стенкам формы осторожно
для того, чтобы можно было достать пирог. Сначала его, конечно же, нужно остудить минут 30 при комнатной температуре, а потом уже можно доставать из формы. После остывания перекладываем на блюдо и можно пробовать. Опять же, существует несколько мнений, как есть этот пирог, то ли теплым, то ли холодным после холодильника. Я попробовала оба варианта и не могу сказать, какой мне понравился больше. Кстати, напишите потом в комментариях, какой вам больше нравится пирог, теплый или холодный после холодильника. Единственное, когда он теплый, начинка более мягкая, после холодильника она, конечно, плотнее, но на вкус это никак не влияет. Ну что, я надеюсь, вам понравился этот рецепт. Обязательно пробуйте, пишите в комментариях, что у вас получилось. А я напомню, что мои видео выходят по вторникам и пятницам 2 раза в неделю. Всем спасибо и до скорых встреч. Всем пока.